Воскресенье, 28 сентября 2025 года, стало особенным днем для многих, особенно для тэхёнов и чингуков по всему миру. Не только потому, что календарь отмечал конец сентября, но и потому, что было что-то уникальное в том, как два больших имени, Ким Тэхён и Чон Чингук, прожили свой день. В то утро Сеул был окутан ясным голубым небом, прохладным воздухом и легким осенним ветерком. Листья начинали окрашиваться в оранжевый, красный и золотой цвета, падая на улицы, словно готовя сцену для значимых моментов. Тэхён проснулся немного позже обычного. Он все еще привыкал к напряженному графику последних нескольких недель. Репетиции, записи, встречи с творческой группой и даже личные посиделки с друзьями. Но сегодня он позволил себе подышать подольше. Солнечный свет проникал сквозь тонкие шторы в его квартире, делая его лицо безмятежным. Он включил небольшой проигрыватель в гостиной, играя свои любимые джазовые композиции. Звук саксофона наполнял воздух, смешиваясь с ароматом кофе, который он только что сварил сам. Тэхён был одет в свободную белую футболку и черные спортивные штаны, простой, но при этом излучающий его фирменную ауру. В то утро он решил записать что-то в свой личный дневник. Это была привычка, которую он практиковал уже давно – записывать свои чувства, идеи для песен или просто короткие заметки о том, что видел. На сегодняшней странице он написал что-то о том, что падающие листья не означают потерю, а скорее нахождение своего места на земле. Поэтическая фраза, родившаяся из его глубоких раздумий. Тем временем, на другом конце города, Чингук уже проснулся рано. Он привык вставать рано, даже после окончания службы в армии несколько месяцев назад. Этот распорядок дня все еще был с ним. К 6 утра он уже был в своем личном спортзале, делая легкую разминку. Из динамиков тихо звучала музыка в стиле EDM, вдохновляя его начать день. В серой майке Чингук дисциплинированно поднимал штангу, подтягивался и отжимался. Он действительно готовился физически к чему-то большему, концерту, камбэку или, возможно, к особому проекту, который пока держался в тайне. После тренировки Чингук принял душ и приготовил себе простой завтрак – вареные яйца, куриную грудку-гриль и овощной салат. Он достал телефон и открыл последнее сообщение от участников группы, включая небольшое уведомление из закрытого группового чата BTS. Там было короткое сообщение от Тэхёна: «Сегодня такой приятный воздух. Не забывай дышать полной грудью, Кук». Чингук слегка улыбнулся, прочитав его. Казалось бы, все просто, но он знал, насколько искренним было каждое слово Тэхёна. Ближе к вечеру они неожиданно вышли из дома вместе. Тэхён решил прогуляться по Ханнам-дону, наслаждаясь свежим воздухом с пленочным фотоаппаратом в руках. Он сфотографировал город, бродячих кошек и даже чашку чая, купленную в небольшом кафе. Чингук же, в свою очередь, отправился в музыкальную студию. Он подготовил несколько демозаписей новых песен. Но прежде чем попасть туда, он прошел по той же тропинке, где на скамейке в парке сидел Тэхён. «Чон!» Голос Чингука звучал удивленно, но тепло. Тэхён обернулся, широко улыбаясь. Куки! Я думал, ты уже в студии». Встреча была совершенно незапланированной, но казалось, что ее организовала сама Вселенная. Чингук наконец сел рядом с Тэхёном, и они стали делиться веселыми историями. О музыке, над которой работали, о мелочах, которые видели на улице, и о том, как изменился мир после тяжелого периода службы в армии. Мимо проходило много людей, но мало кто понимал, кто эти двое. Они скрывали свои личности под масками и шляпами, наслаждаясь моментом, словно два старых друга, отдыхающих на публике. После совместного обеда в небольшом ресторанчике, известном только им двоим, Тэхён наконец присоединился к Чингуку в студии. Там Чингук сыграл одну из своих новых демозаписей. Мощный бит сочетался с мягкой мелодией. Тэхён внимательно слушал,
а затем заметил: «Мне кажется, этой части не хватает эмоциональности. Возможно, легкой струнной партии на заднем плане». Они начали импровизировать. Тэхён напевал, Чингук подстраивал мелодию на акустической гитаре. Комната, казалось, наполнилась энергией, понятной только им двоим. Словно два разных мира слились в единой гармонии. С приближением вечера они вдвоем вышли из студии. Небо Сеула было усыпано тусклыми звездами, а городские огни мерцали так же красиво. Они шли по улице, посмеиваясь и вспоминая былые времена. Тэхён вдруг сказал: «Забавно, Кук. Мир всегда думает, что мы далеки друг от друга, хотя мы часто встречаемся вот так просто». Чингук посмотрел на него и кивнул. «Им не нужно знать все. Важно то, что мы знаем». Эти слова многозначительно завершили их день. Для внешнего мира 28 сентября 2025 года могло бы быть просто обычным днем. Но для Тэхёна и Чингука этот день стал напоминанием о том, что дружба и, возможно, нечто более глубокое остается живой, даже если время и обстоятельства пытаются их разлучить. Она, наконец, подошла к концу. Время пролетело так быстро, оставляя следы, которые невозможно повторить, но которые можно запомнить навсегда. Маленькие шаги, которые они делали в течение дня, легкие разговоры, которые текли свободно, смех, раздававшийся в тишине студии, и многозначительное молчание, когда они шли под ночным небом, все это стало частью большой, бесценной мозаики. Тэхён, во всей своей артистической натуре, вернулся домой с полным сердцем. Он тихо закрыл дверь квартиры, затем на мгновение остановился в гостиной, глядя в окно, где все еще мерцали огни города. Он слегка улыбнулся, словно говоря себе: «Сегодня прекрасный день. Сегодня достаточно. Сегодня я сохраню это внутри». Для него день был не только делами, но и общей энергией, чувствами, связанными без необходимости лишних слов. На другом конце города Чингук тоже вошел в свой дом с успокаивающим чувством усталости. Он поставил гитару в угол, заварил горячий чай и сел на диван, уставившись в телефон. Было одно новое уведомление, текстовое сообщение от Тэхёна, в котором было просто: «Спи спокойно, Кук. Увидимся в другой прекрасный день». Чингук быстро ответил: «Спасибо, Хён. Сегодня я счастлив». И так, двумя короткими, простыми предложениями, их день закончился. Но эта простота имела необычайную силу, потому что за ней был смысл, были чувства, была связь, которую никто, кроме них двоих, не мог измерить. Ночь подходит к концу, и внешний мир, возможно, не узнает, что произошло между этими двумя великими личностями. Мир видит лишь малую часть, их выступления, их музыку, их работы, их великолепную сцену. Но есть и другая часть их жизни, которую нельзя показать, которую можно только почувствовать. Человеческие моменты, которые делают их не просто айдолами, но и людьми, которые жаждут близости, понимают значение единения и оберегают что-то драгоценное очень личным образом. И в этом заключается красота. Жизнь заключается не в том, сколько этапов можно преодолеть, не в том, насколько громкое имя может быть услышано миром, а в том, как сердце может оставаться спокойным среди суеты внешнего мира. I close my eyes, embrace the black. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.